Доброго времени суток. Сегодня мы поговорим о такой многозначительной фразе, как «не работает Wi-Fi». Да, не работает Wi-Fi. Это говорит о многом и ни о чем. Что же такое Wi-Fi? Давайте обратимся к Википедии. Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11. Wi-Fi — беспроводная локальная сеть или сегмент локальной сети. Это технология создания беспроводной сети или сегмент локальной сети. Благодаря Wi-Fi такие устройства, как компьютеры, ноутбуки и настольные компьютеры, мобильные устройства, смартфоны и носимые устройства, и другое оборудование, принтеры и видеокамеры, получают доступ в интернет и локальную сеть. Wi-Fi – это уникальная технология передачи данных по сети. Сейчас мало кто не пользуется Wi-Fi, в мире он очень популярен. Подключение по Wi-Fi не составляет труда. Сейчас каждый может свободно подключиться по Wi-Fi и пользоваться услугами сети, в том числе и подключением к интернету. Но даже пользуясь такой совершенной технологией, все равно нужно представлять, что же мы делаем. И хотя бы отличать подключение по Wi-Fi от подключения к интернету. Что такое подключение интернет? Что вообще на самом деле интернет? Что он из себя представляет? Интернет известен нам как глобальная компьютерная сеть. Глобальная компьютерная сеть, которая соединяет множество компьютеров со всего мира в одну сеть. В действительности интернет на самом деле связывает множество локальных сетей вместе. С интернетом ваша домашняя сеть становится неотдаленной от других компьютеров, и вы можете спокойно общаться с помощью этой сети в глобальной паутине. Подключение к интернету, как правило, не поддается контролю пользователя. Все, что вы можете, это включить или выключить сеть. Единственная вещь, которую вы можете сделать, это заключить договор с провайдером интернет, заплатить за желаемую скорость соединения и надеяться, что вы получите, что вам обещали. Итак, мы разобрались, что подключаясь к сети Wi-Fi, вы подключаетесь к своей сети. А вот доступ к интернету вам уже дает ваш маршрутизатор, который подключается к глобальной сети и регулирует ваше подключение. То есть он может пускать вас в интернет, может не пускать, может соединять вашу домашнюю сеть или сеть предприятия, может не соединять, зависит от многих настроек. То есть, если вы подключились к сети Wi-Fi, это еще не означает то, что вы подключились к интернету. А вот почему не получается подключиться к интернету или невозможно взаимодействовать с другими устройствами вашей домашней сети или в сети предприятия, вот с этим мы сейчас и разберемся. Первое, что мы делаем, нам нужно проверить, включена наша сеть Wi-Fi или нет. Как мы можем это сделать? Ну, во-первых, есть значок сети Globus, который сразу показывает нам, что нет подключения. Вот мы нажмем на него. Видите, беспроводная сеть отключена. Также можно нажать вот сюда, вот в правый крайний угол, и выскочит нет Wi-Fi. Сейчас подключим Wi-Fi. Вот она показывает, что Wi-Fi подключился. И теперь еще раз нажимаем на глобус. И вот у нас появились две сети. Я специально создал две сети, которые одна из них имеет выход в интернет, другая нет. Давайте подключимся к той сети, которая имеет выход в интернет. Пока не ставлю галочку подключаться автоматически. Все подключилось. И сразу у нас пошли поиски. Теперь отключимся. И подключимся к той сети, которая не имеет выхода в интернет. Здесь подключение идет немножко дольше, потому что нету выхода. Система проверяет и все прочее. Но уже можно сейчас обновить. И мы получим ошибку. Ошибку подключения к сети. Вот она, ошибочка эта появилась. То есть, в первую очередь, что вы должны сделать, действительно проверить,
включен ли ваш адаптер или нет. Потом, к нужной ли сети вы подключаетесь. Вы должны знать имя своей сети, так называемый СИД. Обычно на маршрутизаторе сзади на бирке указывается СИД сети, пароль к этой сети и логин и пароль для входа в административную панель управления. С этим разобрались. Итак, Wi-Fi адаптер у нас работает, но выхода в интернет все равно нет. Если мы попробуем посмотреть в сеть, то видим, что кроме как самого нашего компьютера, он ничего не видит больше. Может и себя не видеть. Поэтому проверяем сетевые настройки. Правой кнопочкой по значку глобуса или по значку сети нажимаем «Открыть параметры сети интернет». Опускаемся чуть ниже и находим центр управления сетями общим доступом. Выбираем наше соединение, нажимаем и нажимаем на кнопочку «Сведения». Здесь указывается ваш IP-адрес IPv4, маска подсети, шлюз по умолчанию. Адрес шлюза – это адрес маршрутизатора, через который идет доступ в интернет. И DHCP. Если вы в своем адресе видите не такое, что 192.168. Дальше цифры могут быть любые, а 169. Еще что-то. Не видите шлюза по умолчанию, не видите DHCP, не видите DNS серверов, то надо проверять настройки сети. Закрываем это окошечко. Нажимаем на свойства. Выбираем протокол IPv4. Еще раз нажимаем на свойства. И проверяем, что у нас стоит получать IP-адрес автоматически и получать адрес DNS сервера автоматически. Навряд ли вы в своей сети настраивали на использование статических IP-адресов, и в каждое устройство, которое подключается к вашей сети, вы самостоятельно вносили адреса. Если вы смотрите это видео, навряд ли вы это делали, поэтому проверяем, что есть ли у нас, стоят ли у нас тут точки. Если все нормально же, или ставим, нажимаем ОК, закрыть, закрыть. И еще раз, получается, проверяем выход в интернет. Еще раз отключаемся от сети. Ждем немного. И заново подключаемся. Проверяем еще раз сведения. Все правильно, адреса получены правильно, закрываем. И подключение к интернету у нас должно присутствовать. Есть. А если подключение опять отсутствует и неправильно получаете IP-адреса, то попробуйте просто-напросто для начала подключиться к каким-нибудь другим устройствам к вашей Wi-Fi сети. Пускай это смартфон, другой ноутбук, другой компьютер. Если другое устройство подключается и получает правильные IP-адреса, то есть выходит в интернет, то проблема с вашим ноутбуком или компьютером. Если нет, то, скорее всего, проблема с маршрутизатором. В 90% таких случаев это лечится очень просто, то есть перезагрузкой самого маршрутизатора и вашего устройства. Как устройство перезагрузить, вы, наверное, знаете. А маршрутизатор, обычно на них или есть кнопка включения-выключения, или просто вынимаете адаптер питания из розетки, ждете секунд 30, пока все конденсаторы, находящиеся на микросхемах, разрядятся, включаете его. В 90% случаев соединение восстанавливается. Надеюсь, вам это помогло. В следующих видео я расскажу, как настроить устройство и маршрутизатор для взаимодействия в локальной сети между собой. Не обязательно, чтобы у них был выход в интернет. И как настроить маршрутизатор. До следующих встреч.